Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Сегодня я предлагаю вам связать вот такой замечательный жилет удлиненный, либо жакет с точным рукавом. Давайте вместе посмотрим фотографии работ. Два варианта представлено на ваш выбор. На моем канале есть попетельный подробный мастер-класс, который я разработала специально для начинающих вязальщиц. Вяжем с вами жакет с точным рукавом. Вы можете по моему мастер-классу связать вот такой чудный, прекрасный, удлиненный жилет без рукавку, либо жакет. Название проекта «Незабудка». Все ссылки на все части мастер-класса оставлю в описании под этим видео. Значит, в первой части мы с вами вяжем мотивы, и я вам показываю, как соединить их между собой. Далее я рассказываю и показываю, как соединить узор номер 1 с узором номер 2, выполнить переход. Показываю один из вариантов вязания узора, очень популярный, легкий, простой. И сегодня мы с вами разберем еще один вариант узора, основного которым связан жилет. Досмотрите видео, пожалуйста, до конца. В четвертой части мастер-класса мы с вами вяжем пройму. В пятой части мастер-класса показываю, как связать круглый вырез горловины на детали перед, 2 полочки. В шестой части мастер-класса вяжем горловину на спинке. Седьмая часть вяжем рукава. И в 8 части вяжем окат рукава. Заключительная часть — это обвязка изделия по периметру. Вяжем очень красивую нарядную кайму. Я связала вот такой замечательный вариант жакета с рукавом 3/4, расход пряжи на размер 50-52, 500 граммов. Значит, каким образом вязать мотивы и соединять их между собой? Смотрите часть номер 1. И сейчас я вам дам рекомендации по выбору пряжи. Данную модель жакета, жилет вы можете связать из пряжи мерсеризованный хлопок, либо выбрать теплую пряжу. Например, вот этот персиковый вариант жилета, вот он на фото, связан из пряжи. Состав 15% мохер, 10% шерсть, 75% акрил, в 100 граммах 500 метров. Ангора Delicate. Я вязала свой жакет «Незабудка» из пряжи мерсеризованный хлопок Коко. Всем известная пряжа, она очень популярная среди рукодельниц. Производитель Vita Cotton. 50 грамм, 240 метров. Крючок номер 2. Расход у меня 500 граммов пряжи Коко. Вы можете выбрать любую пряжу, самое главное, чтобы она подходила по толщине. А состав вы сами уже выбираете. Для того, чтобы выбрать пряжу, необходимо, конечно же, вязать образцы узоров. Сейчас я вас приглашаю на мастер-класс. Будем с вами вязать еще один вариант узора, которым связан жилет. Очень красиво смотрится и очень просто вяжется. Раппорт узора я буду вязать вот по этой схеме. Схему найдете в конце видео. Высота раппорта 4 ряда. Вот этот ряд установочный, первый столбиков без накида. Мы его с вами вязать не будем. Сразу перейдем к первому ряду раппорта. Ширина раппорта. Здесь она обозначена. Начало раппорта, окончание раппорта 12 петель. Справа от раппорта 3 петли для симметрии, слева от раппорта 4 петли для симметрии. Общее количество петель 19. По схеме раппорт узора начинается со второго ряда. Схема читается слева направо по 5.
Мы будем с вами вязать второй, третий, четвертый, пятый. Образец узора вяжу из пряжи Коко, размер крючка номер 2. Набрала цепочку из 19 воздушных петель плюс 1-2 петли набираю всегда дополнительно. Приступаем к вязанию первого ряда. 3 петли подъема и еще плюс 3 петли элемент узора. Цепочка 6 воздушных петель. Отступаем от конца цепочки 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В основании 10 петли провязываем 2 столбика с одним накидом с общим основанием. 2 воздушные петли. В эту же петлю вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Этот элемент у нас будет с вами началом первого раппорта. Вот эта петля. Цепочка из 5 воздушных петель. Пропускаю 5 петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. В эту же петлю провязываю второй столбик с одним накидом. Набираю цепочку 5 воздушных петель. Пропускаю 5 петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5. В шестую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. 2 воздушные петли. В эту же петлю провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Третий и четвертый. Значит, давайте сразу же разберем, где у нас начинается и заканчивается раппорт. Значит, в основу раппорта входит у нас вот этот элемент, цепочка 5 воздушных петель, галочка, цепочка 5 воздушных петель. Следующий элемент — это начало второго раппорта. Количество петель 12. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть в каждую 13-ю петлю уже начинается провязывание следующего раппорта. Заканчиваем ряд мы точно так же, как начинали. 3 воздушные петли. Пропускаю 2 петли. 1, 2. В третью петлю столбик с одним накидом. Данный вид узора вяжется прямыми и обратными рядами и также по кругу. Когда мы вяжем прямыми и обратными рядами, мы должны с вами начинать узор и заканчивать одинаково. Для этого мы для расчета 4 петли у нас было для симметрии слева и 3 петли для симметрии справа. А вяжем всего лишь один раппорт в ширину. Второй ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Петли подъема не засчитываются как за столбик с одним накидом. Плюс 3 петли элемент узора. Общая длина цепочки 6 воздушных петель. Поверх цепочки из 2 петель провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. 2 воздушные петли. 1, 2.
Поверх цепочки вяжем 3 и 4 столбики с одним накидом. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Там, где у нас цепочки из 4 воздушных петель, вершину галочки провязываем 3 столбика с одним накидом с общим основанием и с общей вершиной. Вот таким образом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Вяжем точно такой же элемент из 3 столбиков с общей вершиной. 1, 2, 3. Соединяем петли вместе. Связали 2 элемента. 4 воздушные петли. Вяжем 3-й элемент из 3. Здесь получаются полустолбики с одним накидом с общей вершиной. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И еще раз вяжем элемент из 3 полустолбиков. 1, 2, 3. Соединяем 4 петли вместе. Посмотрите, что у нас получается. Такая красота. Продолжаем вязать. Значит, связали мы с вами первый раппорт. Вот он. Так, довязываем раппорт. 3 воздушные петли. Поверх цепочки из 2 петель провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2, 2 воздушные петли. Поверх цепочки вяжем 3 и 4. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее мы отсчитываем 3 петли цепочки. 1, 2, 3. В основании 3 петли провязываем столбик с одним накидом и выравниваем край. Связали с вами 2 ряда. 3-й ряд. 3 петли подъема. 1, 2, 3. Плюс еще 3 петли элемент узора. 1, 2, 3. Длина цепочки 6 воздушных петель. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из 2 петель вяжем 1 столбик с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поверх цепочки вяжем 2 столбик с одним накидом. Связали галочку. Цепочкой 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 элемента, 1, 2. Между 2 и 3 поверх цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. 1, 2. Поверх цепочки вяжем 3 и 4 столбики с одним накидом. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поверх цепочки из 2 петель вяжем 1 столбик с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И опять же поверх цепочки вяжем 2 столбик с одним накидом. Связали галочку.
Заканчиваем вязать ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Пропускаю 3 петли. Первая, вторая, третья. И вот в основании третьей петли вяжем 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 3 ряда. Вяжем крайний ряд раппорта. 4. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваю вязание на другую сторону. Там, где у нас цепочка 4 воздушные петли, вершину галочки провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Первый, второй, третий. 4 петли соединяем вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Повторяем элемент, провязываем 3 полустолбика с одним накидом. На крючке 4 петли соединяем вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Опять вяжем элемент из 3 полустолбиков с одним накидом. Первый, второй, третий. 4 петли вместе. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Так, немножко сдвигаем элементы. И вяжем 4 раз 4 полустолбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Соединяем 4 петли вместе. Вот что у нас в итоге с вами получается. Продолжаем вязать раппорт. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поверх цепочки из 2 воздушных петель провязываем первый и второй столбики с одним накидом. 2 воздушные петли. 1, 2. Поверх цепочки вяжем 3 и 4 столбики. Цепочка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Все, связали один раппорт. И вяжем половину раппорта. Поверх цепочки 4 воздушных петель провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Четыре петли вместе. Цепочка из 4 воздушных петель. Вяжем второй раз элемент из 3 полустолбиков с одним накидом с общей вершиной. Соединяем 4 петли вместе. 4 воздушные петли. Третий раз вяжем элемент из 3 полустолбиков с одним накидом. Четыре петли вместе. Цепочку из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Сдвигаем немножко элементы. И 4 раз провязываем 3 полустолбика с одним накидом. Соединяем петли вместе. Заканчиваем вязать ряд. Пропускаю 3 петли цепочки. 1, 2, 3. И вот в третью петлю провязываю 1 столбик с одним накидом. Вот таким образом выглядит один раппорт узора. Раппорт узора 12 петель в ширину, 4 ряда в высоту. Сейчас я вам покажу, каким образом перейти к вязанию второго раппорта. Я буду вязать 5-й ряд как первый. Давайте свяжем с вами вместе. Значит, по счету у нас получается это 5-й ряд.
либо первый ряд второго раппорта. Общая длина цепочки 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваю за ней на другую сторону. Между вторым и третьим элементом поверх цепочки из 4 воздушных петель вяжем 2 столбика с одним накидом. Первый, второй. Цепочка 2 воздушные петли. 1, 2. Провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Третий и четвертый. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поверх цепочки из 2 петель вяжем 1 столбик с одним накидом. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поверх цепочки провязываем второй столбик с одним накидом. Связали галочку. Цепочка 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаю 2 элемента между вторым и третьим. Вяжем поверх цепочки 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, 2 воздушные петли. 1, 2. В это же место провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Третий и четвертый. 3 воздушные петли. Заканчиваем работу. В первую петлю вот от этого элемента провязываем 1 столбик с одним накидом. Все. Связали с вами 5 рядов. И я вам показала, как перейти от одного раппорта к другому. Далее, для того, чтобы продолжить вязание, сейчас вы будете вязать 6-й ряд точно так же, как 2-й. 7-й ряд точно так же, как 3-й. 8-й ряд точно так же, как 4-й. Перемотайте видео на начало вязания 2-го ряда и вяжите вместе со мной со 2 по 5 ряд включительно. Всего 4 ряда, высота раппорта. Давайте рассмотрим узор с обеих сторон. Одна сторона узора и вторая сторона узора. Каким образом здесь определить лицевую сторону и изнаночную? Находим главный элемент. Главный элемент здесь, вот, мне кажется, вот этот фрагмент узора, где мы вязали 4 раза по 3 полустолбика с одним накидом. Вот этот элемент вяжется в четном ряду, ряд номер 2. Получается, что там, где мы вяжем четные ряды, это лицевая сторона узора, там, где нечетные, изнаночная. На мой взгляд, лицо узора вот эта сторона, а изнаночная сторона смотрится вот таким образом. Узор получается очень ажурный. Посмотрите, мне кажется, слишком ажурный. А какой узор выбрать вам? Либо тот узор, где мы вязали с девочками жакет «Незабудка». Он очень красивый узор, очень популярный. Либо вот этот узор. Решайте вы сами. Свяжите образцы, выберите узор и переходите на мой мастер-класс. Вяжите вместе со мной с 1 по 9 часть мастер-класса. Все ссылки на все части мастер-класса я вам оставила в описании под этим видео и также в первом комментарии. Я уверена, у вас все получится. Многие уже связали. Девочки, которые связали, могут прислать мне фотографии своих работ в Инстаграм. Ссылку на Инстаграм вы найдете в шапке канала и также в описании под этим видео. Присылайте фотографии своих работ.
А я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами завтра. Заходите каждый день на мой канал. И спасибо, что вяжете вместе со мной. Смотрите все мои видео каждый день от начала и до конца. С вами была Елена Ремина. Всем пока-пока. До новых встреч. До завтра.